Привет! В прошлом видео мы почти доделали основу подушки. Продолжим. Складываем переднюю и заднюю части основы подушки лицом к лицу. Скалываем иголочками. Определим середину нижней части треугольника. Нужно сложить треугольник пополам, сложить молнию пополам, совместить середины молнии и нижней части треугольника, отложить примерно по 2 см от краев молнии, отметить мелом. Скалываем иголочками. Стачиваем на машине, шов 0,7 см от метки до метки. Вот что получилось. Срезаем уголки, как я показываю, оставляя примерно 2 мм от строчки. Выворачиваем. Получились припуски по 0,7 см. Отмечаем мелом в 2 раза больше, 1,5 см. Приутюживаем, так будет проще притачивать молнию. Расстегиваем молнию. Лицо левой части молнии складываем с лицом припуска так, чтобы пластмассовые стоперы совпадали с концом строчки. Прикалываем по всей длине молнии и сметываем вручную близко к началу зубчиков, примерно 0,2 см. Притачиваем левую сторону молнии. Я использую особую лапку для потайной молнии, но можно использовать и одностороннюю. Шаг строчки 2,6 мм, строчить на 0,1-0,2 см от зубчиков. У нас осталось незастроченное место. Убираем сметку, вскалываем иголочками и застрачиваем. Выравниваем места спайки левой и правой сторон молнии, прикалываем правую сторону иголочками, сметываем и притачиваем. Молнию мы втачали. Выворачиваем гору на лицо, формируя пальцами уголки. Наша основа готова. Раскладываем сетку для внутренней подушки. Складываем основу пополам и, используя как выкройку, обводим с припусками 1,5 см. У меня это остатки от низа юбки, поэтому у меня 4 детали. Если у вас хороший метраж, нужно сделать 2 треугольника без шва посередине, с припусками 1,5 см. Скалываю средние швы треугольников. И стачиваю на 0,7 см. Шаг строчки 2 мм. Убираю иголочки и срезаю припуск, оставляя примерно 0,3 см от строчки. Мы снова используем французский или двойной бельевой шов. Есть повод пересмотреть видео про наволочку на моем канале. Заутюживаем шов на одну сторону и складываем деталь пополам швом вовнутрь. Скалываем иголочками и стачиваем на 0,5 см. Со вторым треугольником делаем то же самое. Складываем получившиеся треугольники изнанка с изнанкой, то есть припуск с припуском. И скалываем иголочками 2 стороны. Одну оставляя незастроченной. Повторяем то же, что и со средним швом треугольников. Оставляя припуски внутри, скалываем и застрачиваем открытый срез, оставляя отверстие примерно в 5 см. Срезаем припуск, выворачиваем.
Прострачиваем на машине точно так же, как до этого. Выворачиваем, формируя уголки. Потрошим другую подушку или используем купленный наполнитель. Набиваем внутреннюю подушку через отверстие. Скалываем иголочками отверстие, загибая припуски вовнутрь и застрачиваем на машинке. Ну все, осталось теперь одеть основу на подушку. Теперь у вас есть своя гора. Вы можете назвать ее Эверест и покорить. Ставьте лайк, если вам понравилось, дизлайк, если что-то не понравилось, но только с комментарием почему. До свидания и спасибо за просмотр.